Всем привет! Это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. Сегодня 65-й день войны, и мы будем говорить о том, что происходит с людьми, которые уже стали легендарными. Даже появилось устойчивое выражение «Азов-Сталь». С нами сегодня Святослав Паламар, заместитель командира полка «Азов» из Мариуполя. Святослав, здравствуйте. Да, здравствуйте, слушаю вас. Расскажите, пожалуйста, когда и с чего началась для вас атака на Мариуполь? Вы в этот момент находились в городе с самого начала? Ну, вы имеете в виду 24 февраля, да? Да. Ну да, 24 февраля я находился не в городе, я находился на своей базе, воинском подразделении, и, соответственно, ночью начался удар, и мы начали уже интенсивно готовиться к обороне. Понятно. Вы готовились, в принципе, к тому, что Россия нападет? Как бы таких никто не представлял на самом деле таких масштабов войны, которые сейчас. Но я скажу, что мы воюем с 2014 года. Ну да. Вы всегда были на передовой, и, кстати, по-моему, были в Мариуполе в 2014-м тоже. Да, именно так, верно. Если бы мы знали, конечно, о таком масштабе, если бы мы знали, что именно такая война будет, мы бы лучше готовились, я скажу так. Понятно. Как вы считаете, в какой момент и почему стала возможна блокада Мариуполя? Блокада Мариуполя, соответственно, произошла уже 1 марта. Война началась 24-го, да, начались там интенсивные боевые действия. Есть на самом деле много факторов, есть вещи, про которые я бы не хотел говорить. Но, как вы понимаете, мы сделали все, что в наших силах. И не только мы, здесь храбро сражаются не только Азов, а еще и военнослужащие других частей Национальной гвардии, военнослужащие, пограничники, ЗМО, 56-я бригада, полиция, есть несколько человек там со службой безопасности и так далее. И да, слушаю вас. Нет, продолжайте. Я уже с несколькими экспертами говорила, с генералом СБУ Ягуном и с Олегом Ждановым по поводу того, что, конечно, если бы были заминированы переходы из Крыма и мосты подорваны, то, возможно, не было бы окружения Мариуполя. Вы с этим согласны? На самом деле мне сложно судить, и я бы не хотел там критиковать или как-то комментировать там старшего начальника, да, но как бы не все в наших силах, да, есть операции, которые оборонительного характера именно в тот момент, которые проводили мы, которые проводили другие ребята, которые находились в гарнизоне Мариуполь, а есть то, чем командовала как бы высший старший начальник, да, и другое там военное командование чуть повыше. Как бы это больше к ним вопрос, скажем так. Все, что в наших силах, мы сделали, да. Наверное, даже они не понимали, что будет такой жесткий отпор и будет такое тяжелое боестолкновение именно с нашей стороны. Скажите, а как много... Я просто делала 2 интервью по Мариуполю с девушкой, которая смогла выбраться еще в начале марта, уже после того, как 2 недели было окружение и обстрелы, и уже россияне появились в части города. И общалась с одним экспертом, у которого родители как раз в тот момент были в Мариуполе, но он достаточно известный военный и политический эксперт. Вот они мне говорили какие-то безумные цифры погибших гражданских. Тарута тоже называет десятки тысяч погибших гражданских в городе. У вас есть какое-то понимание, о каких цифрах мы говорим на данный момент? Знаете, что на самом деле здесь самое ужасное в этом, что я тоже в своих постоянно там обращениях
рассказываю о том, что чем дольше мировое сообщество не может заехать в Мариуполь, чем дольше оно не может, скажем так, проявить мужество, да, и заехать в этот город, тем меньше цифр узнаем мы. Потому что следы заметают. Сейчас интенсивно, вот за эту неделю интенсивно идет захоронение. Есть информация там про крематории, где они сжигают, есть другая информация разного рода. Но если говорить о цифрах, я на 100% уверен, что это десятки тысяч погибших гражданских. Ну, да, вот те цифры, которые называются, это между 20 и 40 тысячами, причем они не сегодня, они назывались раньше, а людям же там лучше не становится гражданским. Людям лучше не становится, есть очень много людей, которые пропали без вести, да, есть еще такая ловкая штука, которую придумали российские оккупанты, да, они делают как бы фильтрационные табора, и отправляют людей на территорию России. Есть случаи, когда семьи даже военнослужащих просто пропадает связь, и мы там не знаем о дальнейшей их судьбе. И вот именно этот факт, что людей вывозят на территорию другого государства, на территорию государства, с которым мы сейчас ведем войну, это как бы тоже один из методов скрыть реальные цифры погибших. Понятно. Скажите, стало известно, что есть гражданские на территории Азовстали. А о каком количестве гражданских сейчас мы говорим на территории Азовстали? Мы начали говорить об этом, когда мы сюда тоже, как бы идут бои, да, мы тоже, линия обороны сужается, да, мы отходим. И когда мы зашли тоже на территорию Азовстали, то мы увидели гражданских, что они здесь есть, они прячутся из-под обстрелов, их дома там разбиты и так далее, и так далее. Мы знаем о несколько сотен, есть бункеры, которые мы регулярно как бы посещаем, и эта цифра несколько сотен, но я не знаю, я даже всех не знаю. То есть есть подвалы, которые просто засыпаны, да, здесь на Азовстали очень много разрушенных зданий. Есть места, куда мы просто не можем попасть из-за даже постоянных обстрелов. Те бункера, те подвалы, куда нам удалось зайти, это сотни гражданских. Вот, например, один из тех, которых мы показывали, там 17 детей от 4 месяцев до 16 лет. А вот, да, следующий мой вопрос был, собственно, сколько детей среди этих гражданских? Вот я скажу, что несколько дней даже назад по этому бункеру упала авиационная бомба, по этому бункеру прилетело пару ракет, было обрушение здания. В то время как бы чуть-чуть выше находились тоже люди, гражданские из этого бункера, они пострадали. Мы отправили туда своих ребят, разобрали там завалы. Один вход только чтобы они могли выйти, да, туда принесли воды, еды, то, что у нас осталось, и там одна женщина в возрасте уже, она 300-я, да, ей там ногу перебила или что-то такое, и еще один тоже мужчина тоже пострадал. То есть кроме детей еще есть раненые гражданские, которые тоже не могут, соответственно, выйти. А были ли работающие гуманитарные коридоры вот для гражданских с Азовстали, или так они и не сработали? Смотрите, за все время окружения Мариуполя не было ни одного гражданского коридора. Есть очень большая проблема в том, что люди не знают и боятся, что они попадут они боятся, что они попадут не на территорию Украины, а на территорию там другого государства. Или же там как было вот тоже несколько дней тому назад. Объявили режим тишины, как бы по городу, да. Те гражданские, которые были в городе, пришли в обозначенное место, и им сказали, что они поедут на территорию Запорожья.
Потом их переселили в другой автобус и отправили в Докучаевск. С Докучаевска их отправили в Ростов, а с Ростова куда их отправили, мы уже не знаем. В то время они как бы сообщали о том, что гражданские из Азовстали тоже могут покинуть территорию завода, но кроме обещаний, как бы, ну, как вы понимаете, ничего не... Они начали обстреливать территорию завода, и гражданским, соответственно, выйти на поверхность не удалось. Выйти не смогли. Скажите, а вот вы как считаете, помог или поможет ли приезд главы ООН Гутерриша к Путину? Вот сегодня он еще, кстати, с Зеленским, но еще не был, вообще будет ли как-то решен вопрос, как вы считаете? Нам бы хотелось верить в это, мы надеемся в это, потому что, когда-то же этот вопрос надо решать. Но я не понимаю, как весь мир вот до сих пор, в принципе, и я не понимаю, почему прошло столько времени, и только сейчас они делают какие-то там заявления, куда-то ездят и так далее. То есть прошло 30 сколько там дней, и до этого Нет, времени... уже больше. С момента оккупации почти 2 месяца. Если 1 марта был оккупирован Мариуполь или взят в кольцо, да? Да, 60 с чем-то дней на самом деле. Да. И нам бы хотелось верить. Вы понимаете, воевать нормально, когда на той территории есть дети, причем это наши, да, гражданские люди, очень сложно на самом деле. Потому что приходится им оказывать помощь, приходится им давать то, чего у нас и так практически нету. Мы должны с ними делиться. Ну да. Скажите, с какой интенсивностью сейчас бомбят, обстреливают? Какие это артобстрелы, это вот опять авиабомбы? Что это сейчас? Целую ночь, если, например, сравнивать там прошлую ночь, сегодняшнюю ночь, то вчера там была поменьше интенсивность, да, сегодня интенсивность просто колоссальная, невиданных масштабов. Это больше 60 авиаударов, это ракеты по территории завода, это постоянный обстрел из корабельной артиллерии, это ствольная артиллерия, это работа танков, это работа БПЛА, которые скидывают бомбы на территорию завода. Как-то так. Скажите, правильно ли я понимаю, что окружение изначально было там и вокруг Киева, и вокруг Харькова, хотя официально анонсировалась операция по Донбассу, но по факту захватили то, о чем мне генерал Ходжес 2 года, по-моему, в интервью говорит: им нужен сухопутный коридор Крым и вода в Крым. Вот он говорил это постоянно, и по факту это то, что сейчас они имеют, и то, за что они в том числе сражаются за Мариуполь, потому что без Мариуполя не будет сухопутного коридора в Крым, и, возможно, будет потеряна и вода. Можно ли сказать, что это Первая мировая война за воду в том числе? Вот за что они воюют? Как вы понимаете, почему именно на вашем участке такая сильная интенсивность? На нашем участке, по моему мнению, да, здесь очень важно еще и порт. В Мариуполе важен порт, да, это один из наиболее больших портов на Азовском море, и это тоже очень важно. Очень важно то, что, в принципе, кроме Одессы, да, и там Николаева, больших портов тоже уже не осталось. То есть на Азовском море портов нету. Про сухопутный коридор, да, конечно, мы про это знаем. Я надеюсь, что и власть это понимает, украинская, как бы так. Ну и не знаю, правильно я понимаю, что собственно, на Азовсталь вас пустил владелец Азовстали, Ренат Леонидович, и каким-то образом там даже, возможно, помогал вашему батальону, там, нанимал, я так понимаю, ваше там коммерческое подразделение для охраны его каких-то объектов. Правда ли это или нет? Так, то, что он нанимал коммерческие подразделения, это, Вас полк Азов это не касается?
Нет, это не касается. Мы как бы структурное подразделение Национальной гвардии. То, что в планах, когда рассматривался оборона Мариуполя, да, в планах рассматривался, ну, все заводы, которые находятся в Мариуполе. Это же завод Ильича, где стояла 36-я бригада морской пехоты, и рассматривался, естественно, завод Азовсталь, и рассматривались в том числе и другие заводы и другие стратегические промышленные комплексы на территории этого города. То есть и Азовсталь в том числе. То есть это изначально был план, что это один из заводов, который можно использовать, его там систему бункеров и так далее? Да, конечно. Угу. Хорошо, что вы ожидаете далее? Ваши ожидания? Наши ожидания в то, что как бы наше политическое руководство сумеет договориться, и какая-то третья сторона, да, сделает, во-первых, коридор для безопасного выхода гражданских людей с завода. Это, ну, как бы пункт номер один, о котором я с 1 марта, в принципе, кричу и постоянно рассказываю, потому что все это время, ну, гражданские гибнут, и гибнут в большом количестве, на самом деле. А здесь, на территории завода, это все как бы в миниатюре, да, это уже как бы поменьше, но все-таки интенсивность очень большая обстрелов, и поэтому мы об этом кричим. Мы надеемся на третью сторону. Мы надеемся на то, что как бы мировые политики, у которых есть мужество, мы надеемся на то, что в мире есть организации, которые возьмут на себя эту ношу и реально дадут гарантию безопасного выхода гражданских. Мы просим о том, чтобы наших больных, которые находятся на территории Азовстали, раненых, я имею в виду, это больше 500 человек, удалось бы эвакуировать на территорию Украины и оказывать им надлежащую медицинскую помощь, потому что они воевали мужественно, они уже не являются комбатантами. И, между прочим, сегодня ночью обстреляли наш военный госпиталь, тоже туда попали ракеты, туда прилетало как бы направленно, да, туда стреляли, зная, куда они стреляют. И если мы говорим там о каких-то международных правилах ведения войны, то в Первой Женевской конвенции, 19 статья, 49 год, было еще написано и указано о том, что стационарные или временные, да, пункты, где надается помощь раненым, где надается помощь раненым, то они не обстреливаются. Они не должны подвергаться обстрелам, да. Ну, у нас есть группа для международных журналистов на несколько тысяч человек. И в этой группе после вот этого обстрела драмтеатра один из журналистов из Сирии, ну, который работал много в Сирии, он написал о том, что, смотрите, мы вот, кто работал в Сирии, мы знаем, что как только появлялся какой-то сюжет про госпиталь или про место, где раздают хлеб, например, там, ну, местным жителям там, да, привозят и помогают, если об этом становилось известно русским, туда моментально прилетали ракеты. Вот. Это очень сильно поменяло позицию журналистов, которые перестали такие вещи, ну, вот, особенно после попаданий там, в Мариуполе, в роддом, в госпиталь, просто перестали даже стараться не снимать такие сюжеты или не показывать, где это находится. Я не знаю, может быть, вы что-то хотите сказать, потому что, как я уже вам сказала ранее, у меня где-то 40% смотрят из России, 50% из Украины, из других стран. Может быть, вы хотите что-то для них сказать еще? Святослав. Да, вы меня видите. Вот, да, я вижу. Вот скажите, что вы хотите сказать для зрителей моего канала, для зрителей телеканала «Исландия». Я тоже с журналистами, которые работали в Сирии, и они наводили точно такие же данные, когда, например, падали бомбы на драмтеатр. Я не знаю, знаете вы ли об этом или нет, когда падали бомбы на драмтеатр, ну там и не только, да,
наши военные где-то через часа 2 или 3 прибежали туда, разбирать завалы и так далее. По ним велся огонь повторно. То же самое было, когда поставили вышку мобильной связи. Там накрыли грады, через 15 минут, когда им оказывали помощь, тоже накрыли грады. Это та же тактика, которая была и в Сирии, как мне описывают журналисты, которые там работали. Если по обращению, то я бы хотел сказать, что я думаю, что и люди русскоязычные, которые умеют думать, которые понимают, кто есть кто, вы должны понять просто, что кто на самом деле, люди, которые напали на другую страну, люди, которые хотят уничтожить другой народ, люди, которые хотят покорить и править над другими народами, кто они есть на самом деле. Я хочу просто призвать, начинать действовать и влиять на саму Россию, потому что если внутри общество не поймет, что их ожидает дальше, если они не поймут, что весь мир понимает, что творят их военные, какой геноцид они устроили в Украине, то тогда зачем они смотрят на это все, или какие они люди. Кстати, нужно признать, что в России все чаще и чаще горят не только военные заводы или нефтебазы, но горят от обычных коктейлей Молотова военкоматы. И это уже не разовые, даже не дважды, не трижды, не четырежды. И это усиляется сейчас. Возможно, это ответ на то, что, наверное, не все хотят идти выполнять эти преступные приказы. Как вы считаете? Потому что навряд ли украинские разведчики или украинские, я не знаю, ракеты могут долететь до Уссурийска. Естественно, да. Я очень рад тому, что есть реально люди, которые начинают прозревать. Но вы знаете, есть еще, соответственно, и страх. Например, когда мы берем пленных, у нас и до сих пор есть пленные, некоторые погибли под бомбами, потому что они живут вместе с нами. Они рассказывают о том, что они не знали, что их обманули и так далее. Но пытать мы их не можем, да, силой добывать информацию мы тоже не будем. А то, что они рассказывают, я не знаю, верить в это или нет. Скорее всего, это просто страх. Они понимали, куда они шли, они знали, зачем они шли, но они не ожидали, что им будет дан такой отпор. И поэтому тоже я думаю, что много людей в России понимают, куда посылают их сыновей, куда посылают их мужей, и они просто не хотят. Я рад на самом деле, что такие вещи происходят. Потому что даже так это спасение жизни не только россиян, но и очень много гражданских украинцев. Спасибо большое. Напомню, что это были «Хроники войны» с Татьяной Поповой. Это был 65-й день войны, и мы говорили с настоящими героями этой активной фазы войны, с Святославом Паламаром, заместителем командира полка «Азов», находящимся на Азовстале, который уже стало, наверное, брендом, известным на всем русскоязычном, да, наверное, не только русскоязычном. Вы знаете, какое количество иностранных журналистов просит у вас интервью, Святослав. И я очень вам благодарна, что вы вышли к нам на телеканал. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Исландия, ставьте лайки и поддерживайте украинские вооруженные силы и полк Азов. Спасибо вам, Святослав. Спасибо большое. Слава Украине!